Мы продолжаем Харьков Regional Film Commission показывать вам Харьков времен войны. И мы решили снять сюжет, который немного отличается от аналогичных сюжетов с мест прилетов российских ракет и бомб. Сюжет, на мой взгляд, гораздо более важный, может быть, для многих, как для харьковчан, так и для тех харьковчан, которые сейчас находятся не в Харькове. Идея этого сюжета возникла у меня в тот момент, когда буквально несколько дней назад, проезжая на велосипеде здесь, в саду Шевченко, я увидел, что легендарное, знаменитое харьковское кафе «Мороженое Кристалл» открыто работает, и в нем есть вот это самое легендарное мороженое «Белочка». После этого я рассказал об этом на странице своих социальных сетей, и реакция харьковчан была такая, что я решил показать это в виде вот такого небольшого фильма. Важность этой истории, на мой взгляд, заключается в том, что кафе «Кристалл» за 40 лет уже стал одним из таких, может быть, не первостепенных, но важных символов Харькова. И это действительно такое легендарное место, которое является образом легендарных 60-х годов, временем оттепели, временем такого духа свободы, наступившей свободы тогда, которая отражалась в разных сторонах жизни, в том числе в архитектуре. И тогда харьковский архитектор Борис Клейн спроектировал вот такой оригинальной модернистской формы в виде такой шайбы, кристалла. Модернистское сооружение, которое привлекало внимание харьковчан, гостей города, действительно образ 60-х годов, дизайн этого времени. Это был обычный ресторан, а в 1982 году здесь открылось специализированное кафе мороженого, где впервые приготавливалось такое мягкое мороженое. И вот эта вот мороженая «Белочка» стала одним из харьковских специалитетов, как тремпель, как ампулка и подобные такие исключительно харьковские тренды и бренды. Когда в начале мая 22 года кафе «Кристалл» открылось вновь, это не является призывом к действию, не является призывом возвращаться всем в Харьков, еще совсем небезопасно. Но оно дает ощущение, работающее кафе «Кристалл» с мороженым «Белочка» в нем, дает ощущение, что нормальность в город возвращается. При этом здесь неподалеку в мартовские дни были прилеты в сад Шевченко, буквально там в нескольких сотнях метрах от кафе «Кристалла» есть следы прилетов российских снарядов и мин, но тем не менее «Кристалл» цел, «Кристалл» жив, и «Кристалл» продолжает ждать харьковчан. На первый взгляд может показаться, что это история про кафе «Кристалл», который вновь работает, совершенно не обязательно в череде этих роликов, сюжетов, в которых мы рассказываем о разрушении в Харькове времен вот этой нынешней нашей войны. Но для меня, как для харьковчанина, я точно знаю, что для очень многих других харьковчан эта история очень важна, потому что эта история не про городской символ, не про кафе, не про мороженое, это история про упорство и способность к сопротивлению безумию, абсурду, смерти, войне. Когда-то, года 2 назад, мы снимали сюжеты, истории, харьковские истории о разных знаковых объектах города, и финал всего этого большого проекта был вот этот дуб, которому больше 500 лет. Дуб в саду Шевченко, дата его рождения здесь указана, 1517 год. И для меня этот дуб всегда был символом не просто вот этого самого упорства и способностью выживать в самых тяжелых условиях, а символом того, что жизнь всегда побеждает смерть, как ни странно это может звучать. Он действительно видел все. Он появился здесь, вот на этом месте, начал расти еще задолго до появления Харьковской крепости. И все перипетии харьковской истории, все войны, революции, эпидемии, смерти, разрушения, катастрофы. Он все это наблюдал за эти полтысячелетия. И тем не менее он жив. Рассказать и показать его, скажем, месяц назад было, наверное, бы не так важно, не так актуально по 2 причинам. Во-первых, в то время сама ситуация в городе была действительно такой удручающей и трагичной, что могло это прозвучать слишком кощунственно. Во-вторых, была еще зима, еще деревья стояли голые, еще местами лежали остатки снега и льда. А сейчас, когда началась весна, когда зазеленела трава, когда проросли одуванчики, но самое главное, на этом полутысячелетнем ветеране, старике, так можно сказать, опять зазеленели листья. И вот он этим самым дает
чувство, что продолжение следует, что жизнь продолжается. И открывшееся рядом с ним кафе «Кристалл» — это тоже как бы ощущение, возможно, начала возврата к нормальности, к нормальной жизни.